Готов? Работай! Работаю. Давай, 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 давай. Ниже 0,4. Есть. 0,4, да, добавляй. Нет прихода. Впервые в Федерации стрельбы на дальние дистанции были организованы соревнования по стрельбе на сверхдальние дистанции всероссийского уровня. Кубок парка «Патриот». Приветствуем вас от имени руководства Федерации. Знаменательное событие, первый чемпионат на такие дистанции. И хотелось бы пожелать вам не удачи, а успехов. Потому что эти дистанции, они на удачу не тянут. Это только ваши знания, возможности и способности. Сейчас у нас будет пристрелка, судьи вам помогут разместиться под навесами. После пристрелки будет проведена жеребьевка, по которой склады определят, с какого рубежа они начинают. Это первые всероссийские соревнования по данной дисциплине и вторые, которые мы вообще, в принципе, проводили. Первые были зимой, в феврале, здесь же в «Патриоте». Средний результат намного выше сейчас, чем был тогда. Что говорит о том, что этот год почти прошел не зря, что они тренировались, готовились, и прогресс, он налицо. Соревнования прошли при поддержке Международной ассоциации «Международная федерация стрельбы на дальние дистанции». Мы видим и на баннерах, и Виндер появился с новым логотипом ИЛРСФ. Это организация, инициатором учреждения которой явилась Федерация стрельбы на дальней дистанции совместно с коллегами из Беларуси. И это следующий, скажем так, и логический шаг и этап в развитии высокоточной стрельбы на дальней дистанции, но уже в международном масштабе. В течение двух по-настоящему осенних дней, 11 и 12 октября, лучшие стрелки-спортсмены проявили мастерство, выполняя упражнения на дистанциях до 2000 метров в дисциплине винтовка-корректировка свыше 1600 метров. Упражнение номер 11, 2000. Дистанция около 2000, 10 метров. Цель – гонг 150 на 50 сантиметров на стенке 20 В. По звуковому сигналу поразить цель максимальное количество раз. Да. Да. Цель! Ну, естественно, на таких дистанциях, конечно, ветер играет очень большую роль. Ну, для меня, по крайней мере, как начинающего стрелка на дальние дистанции, сверхдальние. Поэтому тяжело привыкнуть к большим калибрам, большой отдаче, к винтовке. Здесь больше концентрироваться надо. Вкладка, мешок, то есть все отрабатывать. Работаю, Валера. Наблюдаю. Промах. 0,3, возьми выше. Да. Наблюдаю. Цель. На такие дистанции критично, чтобы у тебя железно работала баллистика. То есть у тебя не должно быть никаких скачков. То есть вертикаль у тебя должна стоять 100%, она должна быть проверена. И калькулятор у тебя должен быть настроен идеально. Ты должен только ловить ветер. Тогда, считается, что ты готов, а дальше, твои навыки и поддержка команды с точки зрения чтения ветра. Цель. Первый раз на этой дисциплине и дистанции такие стреляю, чтобы получить опыт, сделать какие-то выводы по оборудованию и по боеприпасу и по винтовке. Всего 36 спортсменов из 9 регионов Российской Федерации приняли участие в соревнованиях в составе 7 команд, многие из которых выступали в роли не только стрелков, но и корректировщиков. Лево 0,5. Готов. Давай. Цель. Первый сезон с Алексеем стреляем. У нас, наверное, прошел этап сматывания, и теперь мы уже работаем так, как должна работать команда. Мы не меняемся в
паре. Алексей все время меня корректирует на дальней дистанции. Не вижу прилета вообще, Жень. Я не вижу. Слушай, полторашка справа показывает. Причем немножко в спину. Давай возьми 0,4. Нужно понимать, что работа корректировщика здесь гораздо больше. Я просто лежу за винтовкой, зажимаю на спусковой крючок, а весь анализ осуществляет корректировщик. Проговариваем с ним на каждое упражнение план, какие-то корректирующие действия. Если не попали, если не видим прилет, респект, ну спасибо большое. Я считаю, что у нас все получается. Мы тренируемся, сейчас стали более часто тренироваться, чтобы понимать друг друга. Раньше были разногласия, то есть мы не понимали где-то в чем-то, недопонимали. Сейчас в целом хорошо, корректировщик помогает. Сегодня прям спасал в нужных упражнениях. Ух ты, задержка была. Задержка была. Не видно? Дальше 0,2 влево, 0,1 вверх. Ну и по готовности сам стреляй. Да. Молодец! Опять. У нас несколько уже было совместных соревнований. Мы более-менее переработались благодаря, опять же, нашему инструктору, вот, который нас научил, как правильно взаимодействовать, как, собственно, правильно общаться. И мы стараемся так и действовать. Это всегда точно договориться относительно чего даются поправки. Потому что это самое важное. Это то, что у нас было на первых наших соревнованиях, когда я давал поправки от центра мишени, он давал поправки от края мишени, и тем самым мы абсолютно не понимали друг друга. На протяжении 2 дней стрелки выполнили 14 упражнений, совершив до 50 выстрелов. Цель. 20 В. В. Русская. По ветру такой же встречный ветер. Так, ладно, у меня был выстрел, давай. Давай, стреляй, блин. Рома! Сейчас что-то скакнул, 874. Блин, если закончили разряд, я не увидел. Выше летел. Извлеките магазин. Все упражнения, они были рассчитаны на очень маленькое количество выстрелов, ну, сравнительно маленькое. То есть 3-4 выстрела в среднем было на поражение 1-2 мишеней на дистанциях от 1600. Пару лет назад казалось бы совершенно невероятным результатом. Да что ж такое? Влево 0,2. Лево 0,2? Да. Я да. Да. Цель. Переход. 22,5. Да, 22,5. 20 Б цель. 0,3 влево плюс. Да. 20 Б, я да. Да, готово. Цель. Отлично, поздравляю вас. Вы подняли высокую планку. Первый день соревнований прошел практически в безветренную погоду и с большой облачностью, которым добавился осложнивший видимость туман. Из-за тумана дальномеры не берут дистанцию до мишени. 1400 пробивает дальномер, а мы стрелять должны в 1800. А здесь уже на таких дистанциях разница там, в 5-10 метров уже дает довольно серьезную разницу в поправках, которые необходимо выносить. Дистанция около 1800 метров. Цель — это гонг размером 150 на 50 сантиметров. По звуковому сигналу поразить цель 1 раз. Так, 207-05 стреляем. 207, 0,5 лево. 0,4. Готов. Давай также заходи, ничего не меняй. Стоп! Один? Да. Все. Заряжай. Во второй день погода была более разнообразна и потребовала от стрелков быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Сегодня стрелкам был предоставлен весь спектр погодных условий, кроме снега. Штиль, ветер до 2-3 метров в секунду в порыве, солнце, мелкий дождь
и облачная погода. Сегодня какая-то абсолютно обратная ситуация, абсолютно обратная ветровая кондиция, которую не смогли прочувствовать, наверное, потому что здесь не сколько про то, чтобы ее уловить, а именно прочувствовать то, как она меняется в процессе. Сегодня вот, допустим, было очень сложно попадать на дальние дистанции 1902, потому что кондиция менялась там в течение 2-3 минут. Мы даже в паре менялись между собой и не попадали по тем же кондициям. Для стрельбы на таких дистанциях спортсмены использовали винтовки в магнум калибрах, преимущественно 300-го калибра, а также более крупные 338 Lapua Magnum и 33 XC. Калибр выбрал сразу очень мощный, не было промежуточного калибра, я сразу взял 33 XC и начал с ним стрелять. И после легких калибров мелких трудно привыкнуть к нему с большой отдачей. Это мои третье соревнование. Вопрос, что третье соревнование, и решил начать с таких дистанций. Просто у меня калибр 338 Lapua Magnum. Мой калибр более подходит для 1000-1600 метров, ну до 1600. Но как опыт решил попробовать выступить здесь. Серег, я да. Цель! Я да. Наблюдаем. Цель! Летит показать! Вчера день был не очень. 3 упражнения с нулем были. Сегодня ни одного упражнения с нулем. И сейчас совершил последнее упражнение. 2 километра первым выстрелом и 1600 первым выстрелом. Я да. Работаю 0,4. Также слева пришло, Макс. Слева и как будто под него. Но вертикаль не меняй, не торопись. Цель. Цель! Я работаю 33 XC, у меня вероятность высокая, до 2 километров, там 70-80%. Вот. Ветер у нас сложный, но как бы не ужасный. То есть тут он прям не мощный, да. Просто смысл в том, что он то слабее, то сильнее. Вот у нас мишень на 2 километра это 2 клика, да. На 1600 это 3 клика. То есть ты чуть-чуть не угадал, и все. Ты рядышком. Слева, справа. Нулями. Готов? Да. Пришло справа на габарит. 0,4 влево. Готов? Да. Цель. Цель. Еще раз. Разрядить. 32,80. Первый день мы прям хорошо шли ровно, практически без потерь. Вот. А на второй день как-то не заладилась у нас стрельба. Всегда есть к чему стремиться. Будем готовиться к следующим турнирам. Турнир был прям хороший турнир с точки зрения упражнений. Все было сбалансировано, все было интересно. Хорошие дистанции. Очень здорово ребята стреляли. Прям такая плотная конкуренция. Директриса стрельбы на большие дальности и многофункционального огневого центра парка «Патриот» – одно из немногих мест нашей страны, способное обеспечить самым современным мишенным оборудованием официальные соревнования такого уровня сложности. Все, да? Готовы? Да. Внимание! 17, я да. Да. Работаю. Право 0,3. Вертикаль хорошо, вправо 0,3. Да, работаю. Да. Вправо 0,02. Да. Я наблюдаю.
Готов? Да. Работаю. Цель. 61-92. Все большим числом спортсменов, членов ФСДД, прирастает вид спорта стрельба на дальние дистанции. И в этот раз карточки спортсменов были вручены Владимиру Соловьеву, Арине Бородулиной и Владимиру Байда. Да. Да. Вправо. Так, влево. 0-2. 0-2 влево, да. Может так же оставить? Нет. Да, работаю. Работай. 0-2 влево. Влево 0-2, работай. Дома. Разрядить. Цель. Что промах не кричите? Я сказал дома. А, дома? Мне просто тут промах. Можно обратить внимание на то, что в протоколе появляются позиции, где винтовки, скажем, одного и того же производителя, характеристики их технические не то что похожи, они одинаковые. Но результаты разные. Это и есть разница, насколько стрелок готов, именно как стрелок. В индивидуальном зачете победителем соревнований стал Евгений Титов. Второе место занял Владимир Байда. Бронзовый призер Дмитрий Федоров. Все супер, все понравилось, все отлично. Корректировка была хорошая, корректировщики хорошие. Все-таки очень приятно и радостно, что все-таки хоть и третье, но заняли место. Почему? Потому что очень большая конкуренция, очень серьезные стрелки, которые стреляют и долго, и далеко, и всех винтовки подготовлены, и поэтому это еще больше побуждает готовиться к следующим соревнованиям и расти, и набираться опыта. В групповом зачете победила команда «Пересвет» в составе Евгений Титов, Владимир Байда, Арина Бородулина и Владимир Соловьев. Второе место в групповом зачете заняла команда Range Day. Третье — команда «Мечты». Видно, что мастерство стрелков очень сильно растет. Мы турниром довольны. Удалось нам даже немножко утащить трофеев. Второе место в командном зачете мы заняли. В этом году нас еще ждут соревнования по стрельбе на сверхдальние дистанции регионального уровня, чемпионат Московской области, который состоится 15 ноября 2025 года.